Всем привет, уважаемые подписчики и гости канала. У микрофона Роудж. У нас сегодня серьезный гайд по настройке BIOS. Базовые настройки для новичков и для тех, кто купил новый компьютер. Подойдет, собственно. Буду коротко, ребята, объяснять. Слушайте внимательно. Будьте осторожны, потому что BIOS все-таки может привести, скажем так, к неполадкам и не включению вашего компьютера. Слушайте и то, что смотрите, что я показываю, ребят. Втыкайте лайкосик. Всем приятного просмотра. В описании будут тайм-коды. Итак, собственно, базовые действия при сборке ПК, такие как обновление BIOS, сегодня будет рассмотрено. Включение XMP профилей, ребят. И настройка Curve Optimize. Будет также полезно для тех, кто долго за компьютером сидит, но вообще в BIOS не заходил. И есть также небольшой буст для тех, у кого процессоры Ryzen на средних таких и топовых материнских платах. Давайте, ребят, перейдем к основным вообще правилам при работе с BIOS. Я тут себе выписал специально, чтобы вы прослушали. Как найти BIOS для своей платы и какую скачивать версию. Смотрите, ребят, вот программку CPU-Z, видите, у нас на экране, да? Мы ее запускаем, заходим в раздел Mainboard. И вот здесь вот, видите, написано Manufacturer, типа, срок, модель, там, типа. Вот вы вот это выписываете и забиваете в Google. Как правило, вас будет закидывать на такие сайты. Вам нужно официальный сайт платы, там, где будут такие вот картинки, типа ее функции, все-все-все остальное. Вот я, допустим, свою выписал, да. Как узнать, какая версия BIOS, старая она или новая? Вот видите, BIOS написано здесь же в разделе Mainboard. Вот версия 3.03. Дата ее изготовления. Видите, вот 4.22.2025. То есть 22 апреля. Собственно, у вас информация есть, что версия 3.03 стоит. Вы крутите вниз. Где-то бывает то, что здесь сверху слева. Вам нужно раздел, ребята, поддержка. Нажимаете поддержка, выбираете BIOS. Так, смотрите. И здесь получается, видите, снизу вверх версии идут. Видите, вот 3.03. То есть у меня установлена последняя версия. Если у вас она не установлена, вы ее скачиваете. Нажимаете Global, China, без разницы. Вы ее скачали. Все, у вас там скачается архивчик. Что дальше? Собственно, как вообще попасть в BIOS? То есть вот вы ее скачали. В BIOS у нас, ребят, подается кнопочка Delete, я думаю, все знают. Компьютер выключаете, нажимаете кнопку Delete, спамите прям ее, когда экран у вас погасший. Вот. Это у нас для входа в BIOS. Идем дальше. Внешний вид BIOS, ребят, даже внутри одной фирмы, то есть, например, если MSI плата там разного какого-то чипсета, она может отличаться. И вы на это не обращайте внимания, не парьтесь. То есть, что хотелось сразу замечание, то что все внешние виды невозможно записать в один видос. Поэтому будьте готовы к тому, что будет не похоже, но ищите смысл. То есть, именно те же кнопки, как у меня. Где смотреть, какая частота памяти у вас выставлена и какую поддержит ваша оперативная память. Давайте я вам покажу, где смотреть вообще, то есть, вот, что у нас память поддержит. Вот заходим SPD, ребят. Вот ваша оперативная память. Бывает так, что у вас, например, здесь не один слот, а несколько. Бывает 4, бывает 2, бывает 1. Вот они профиля. Видите, ребят, вам нужно выбрать самый вкусный из них. Вы выбираете самый вкусный. То есть в моем случае это 7600. Все, запомнили цифру 7600 или там 3200, если у вас 3200, допустим, или там ваша любая цифра. Вам нужно будет ее найти в BIOS. Итак, идем дальше. Что такое BIOS Renamer? BIOS Renamer это вот такая штучка, ребят. Бывает то, что вы BIOS скачали, да, и у вас в архиве вот такая вот хрень лежит. biosrenamer.exe. Вы файлики из архива достаете в папку и запускаете файл BIOS Renamer обязательно, потому что он, вот этот файл BIOS, конвертирует в нужный формат. И после этого его считывает плата, когда уже будете обновлять версию. Это обязательно, ребят, делайте. Это не на всех платах, на некоторых платах есть этот BIOS Renamer, чтобы потом вопросов не было. Так, идем дальше. Про флешку и FAT32, собственно, что хотел сказать. Если у вас есть свободная флешка, например, там 4, 8, 32, какая-то такого среднего небольшого объема, тыкаете ее в компьютер, форматируете ее в формате FAT32 быстрым, ребят. И, собственно, если флешки нету, попробуйте на диске C, ребят, создать папочку, например, там назовите ее BIOS по-английски, да, и закиньте файлики, которые вы скачали вот эти вот из архива, в эту папочку. Ну, если, соответственно, флешка есть,
Закидывайте прямо или в корень флешки, или в папку BIOS на флешке, закидывайте ваши файлы BIOS. Так, про последствия выключения компьютера во время обновления. Ребят, смотрите, во время обновления BIOS нельзя вообще, то есть вырубать компьютер, потому что вы просто можете его окирпичить. То есть в процентах заполнения BIOS, если у вас питание нестабильно у компьютера, если у вас там часто выключает свет, обновление BIOS я рекомендую вам воздержаться, не делать его. Либо, если есть какой-то источник бесперебойного питания, подключиться к нему и через него уже прошивать. Потому что в противном случае вы пойдете в сервис-центр, вам придется плату выпаивать BIOS и, собственно, ее прошивать. Так, идем дальше. Очень важное замечание про Ryzen, ребят, тысячных, допустим, двухтысячных и некоторых трехтысячных Ryzen. При обновлении BIOS у этих плат, ребят, может случиться такая ситуация, что материнка забудет ваш процессор, соответственно, первый, второй, там, 1000 и третий трехтысячных серий, и будет знать только от трехтысячных, четырехтысячных и пятитысячных, если это, например, именно сокет AM4. Проблема в том, что объем памяти BIOS не позволял в то время сохранить все инструкции для всех процессоров. Поэтому, если у вас процессор, например, 1000, 2000 и 3000, воздержитесь от обновления BIOS, иначе можете окирпичить свою плату. Это может быть только в том случае сделано, если вы переходите, ребят, со старого процессора на какой-нибудь, там, допустим, Ryzen 5600, 5700, то есть на такие старшие, которые от 3000 начинаются, 3600 и выше. В этом случае BIOS обновлять можно. Так, идем дальше. Режимы Easy и Advanced, ребят. В BIOS обычно это кнопка F2 либо F7. Сейчас я попробую вам картинку показать. Вот у меня здесь много картинок. Смотрите, как это выглядит вообще. Так, это у нас старая фотка, где у нас, допустим, вот гигабайт, да? Видите, сверху написано Advanced. Видите, написано Easy Mode. Вот, если вы сейчас будете, когда я буду гайд показывать, будете путаться, то запомните, кнопочка F2 либо F7, она переключает внешний вид BIOS из Easy мода в Advanced мод. Поэтому не пугайтесь и просто жмите F2 либо F7, если что-то не совпадает по скриншотам. Так, идем дальше. Сохранение настроек BIOS. Сохранение настроек BIOS происходит, ребята, через F10. Вы все настройки вбили, нажали F10 в BIOS, нажали Yes, все, ждете, компьютер перезагружается. Применение настроек в BIOS также могут проходить до 5 минут. Все платы работают по-разному, поэтому без паники, тихонечко ждете, сидите, ничего страшного не произойдет. Что делать, если компьютер после изменений не включается или постоянно перезагружается? Такое тоже нередко. Даже не то, что нет, такое возможно, но редко, точно наоборот. Смотрите, ребят, как это работает. Допустим, вы обновили там настройки в BIOS там, или там просто BIOS обновили. Ну, после обновления BIOS такого не бывает. Это бывает обычно после применения XMP, там, после каких-то манипуляций с курвой там, и всем остальным. Вы зажимаете кнопку включения, ждете, ребят, пока комп погаснет. Сзади блок питания, кнопочку нажали, когда комп погас, шнур питания. Либо, если нету кнопки, шнур питания с компа выдергиваете. После этого нажимаете опять кнопку включения уже на погасшем компьютере, чтобы банки питания в блоке освободились. Блоки питания, соответственно. После этого возвращаете шнур, включаете ПК. Как правило, это в принципе достаточно для большинства компьютеров. Если, ребят, такая манипуляция не прошла, то вы компьютер выключаете, шнур питания также или кнопку сзади нажимаете. И переходим вот к такой теме, ребят. Вы достаете батарейку с компьютера в таком положении выключенном. Достали, вставили. Все, у вас обнулился BIOS. Либо же бывают вот такие вот перемычки удобные внизу платы. Они, как правило, будьте осторожны. У каждой платы по-разному называются. Есть в основном Cleared CMOS, CLR CMOS. Ее просто в выключенном состоянии, вы ее замыкаете. И батарейка также, ну то есть это по сути равняется вытаскиванию батарейки. Вы ее держите на ней отвертку, например, там 10 секунд. Этого будет достаточно, то есть замыкая. Есть еще такие пластиковые перемычки, которые одеваются сверху. Это прям экстренный случай, это я просто вас готовлю ко всему, чтобы данное видео было полноценным. Так, что еще, ребят? Давайте, собственно, переходить, наверное, уже к BIOS, да, то есть обновление BIOS. Здесь у нас сегодня будут представлены 4 бренда основных, ребят. Это ASRock, Asus, Gigabyte и MSI. Обладатели данных плат сегодня узнают, как это сделать. Поэтому давайте переноситься. Собственно, ASRock, ребят. Вам нужно зайти в пункт Tool сверху.
Это, скорее всего, Advanced Mode. Найти такую кнопочку Instant Flash, нажать на нее. Здесь уже, видите, подготовленный файл. На флешке должен уже у вас лежать, который вы скачали. Плата его увидит. Если она той версии и той платы, от которой, которую у вас, если вы без ошибки ее нашли, он ее увидит. Нажимаете на этот файлик. Здесь появится далее, видите, кнопочка Update. Нажимаете кнопочку Update. Дальше. Пойдут процентики, ребят. Видите, написано не выключать. Ждете процентики, вообще ничего не делайте. Ждете, компьютер сам перезагрузится, сам выключится. Дальше идем. Материнская плата Asus. Видите, вон, Advanced Mode. Специально здесь для вас выделил. Нажимаете F7. Попадаете в такую менюшку. Вам нужно зайти в кнопочку Tool. Заходите в Tool. Asus Easy Flash Utility. Открываете кнопку здесь. Далее у вас, скорее всего, компьютер или перезагрузится, или в меню BIOS у вас вылезет вот такое вот окошко. По-моему, там будет перезагрузка. И здесь появятся ваши диски, ребят. Тут немножко посложнее. Но ничего прям такого сложного, нету. Вы вот здесь вот по вот этим дискам вспоминаете, какого объема флешка ваша. Здесь подсказки, видите, по объемам. Находите эту флешку. И в ней уже, вот здесь вот в этом в правом окошке, находите, собственно, файл. Если вы правильно его переименовали BIOS ренеймером, то все будет окей, и он его найдет. Вы выбираете этот файлик, нажимаете Enter. Он спрашивает, вы готовы прочитать файл? Вы говорите, да, готов прочитать, нажимаете Yes. Собственно, все. Ожидаете то же самое, точно такое же заполнение, ребята, вот этой вот полоски до 100%. Компьютер перезагрузится, BIOS обновлен. Идем дальше. Гигабайт, ребят. У гигабайта внизу кнопочка бывает Q-Flash, вот такая вот. Вы ее находите, нажимаете Q-Flash. Здесь происходит, по-моему, тоже перезагрузка компьютера. Появляется вот такая менюшка. Здесь появляется рисунок с флешкой. Вы нажимаете Update BIOS. Далее здесь в разделе файл появляется название файлика BIOS. Если он его увидел, он его должен увидеть. Вы выбираете этот файлик, нажимаете кнопочку Play вот сюда. Здесь появится кнопочка Start, нажимаете Start и будет заполнение процентов. Все, ребят, гигабайт тоже обновлен, перезагрузится, все будет четко. Здесь, кстати, слева написано, какая версия у вас, какая версия станет. Видите, вот это может тоже сравнить, посмотреть. Так, идем дальше. MSI. В MSI вы заходите, кнопочка M-Flash вот это внизу. Здесь он спрашивает, система перезагрузится и зайдет в флеш-мод. Вы хотите, нажимаете Yes. Далее здесь похожая система, видите, вы выбираете ваш диск, где находится BIOS. Нажимаете на него. И вот такие вот странные названия у BIOS MSI. Не пугайтесь, ничего страшного. Выбрали этот файлик, нажимаете на него Enter. Все, пошло обновление. Он там спросит, да, да, нет, нет. Нажимаете да. Ждете проценты. Собственно, все, ребят. Все 4 вот обновления по данным платам я вам показал. Будут отличаться внешние виды. Ничего страшного, не пугайтесь. Самый главный, основной смысл вы должны понять и научиться сегодня. XMP, ребят, смотрите, давайте покажу, как включается вообще XMP. Это наши профиля. Помните, мы с вами запомнили, что у нас лучший профиль 7600. Вот смотрите. AES-ROG, ребят. Вы заходите, продвинутый мод, видите, то есть F7 получается, или что там. Видите, вообще F6 написано у человека. То есть, либо F6, либо F7, либо F2. Читайте, как у вас будет на вашей плате написано. Заходите, OC Tweaker. Далее. DRAM Profile Configuration. Вот такую кнопочку находите. DRAM Profile Settings. Нажимаете вот сюда, ребят. У вас вылазят ваши профиля. У меня будет их больше. Здесь на фотографии не моя плата, сразу говорю. Вы выбираете самый больший. Видите, 4800. Это он JEDEC, самый заводской, самый плохой. Вы выбираете ту, соответственно, которая поддержит ваша оперативка. Нажимаете Enter. После этого... все, после этого ничего не происходит. После этого, когда вы выберете, вы нажимаете просто F10 на Enter, F10 и все. И ждете перезагрузку, профиль применился. Все, здесь ничего типа такого нет волшебного. Все очень достаточно просто и легко. Идем дальше. Asus AI Tweaker. Заходите. То есть здесь тоже, видите, Easy Mode. То есть это уже в расширенном моде он сидит. Вы заходите AI Tweaker. Дальше вы нажимаете AI Overclock Tuner. Здесь будут у вас режим авто ставить. Вы выбираете XMP, XMP2, XMP Interleave, Tweaked. Скорее всего, XMP1 это будет самым лучшим профилем. Ставьте XMP1, давайте проверим. Вон, видите? Вот я вам показал. То есть здесь ниже можно будет посмотреть. XMP1 это что у нас? И видите, XMP1 это 8400 у данной платы.
Поэтому здесь можете перепроверить на всякий случай. Ну, как правило, XMP1 это самый быстрый по частоте. Все, выбрали XMP1, нажали F10, все, ребят, XMP применен. Так, гигабайт, ребят. Ну, здесь на примере Ауруса, я думаю, тоже пригодится людям. Заходите Advanced Mode, заходите Tweaker, раздел, XMP Expo Profile, вот здесь вот написано Disable, нажимаете Enter. Выбираете XMP, если у вас будет здесь 3, бывает 1, выбираете XMP1. Видите, изменилось на 6400, то есть вот здесь должно появиться тот профиль, который вы хотели, собственно, который видели у вас в CPU Z. Нажали F10, сохранились, вышли. MSI. Заходите в раздел OS, вот здесь вот. Далее у вас появляется, видите, такой вот overclocking, там DRAM settings, AXMP, профиль 2. В данном случае, видите, у человека профиль 2 это 3200, а профиль 1 это 2900. Поэтому здесь внимательно посмотрите, какой нужен, и выберите руками, какой профиль вам нужен. Выбираете профиль 2, нажимаете Enter, нажимаете, ребят, F10, Yes, сохранили, все готово, XMP применен. Так, и самое сложное, хотя ничего в этом сложного нету, это у нас Curve Optimize и Boost частоты при помощи Curve Optimize. Это, собственно, актуально только для Ryzen, ребят. То есть Intel уже здесь можете дальше не смотреть, можете смотреть, сами думайте. Одну секундочку, ребят, небольшая рекламочка. На экране, во-первых, внизу слева, ребят, у нас наш QR-код на Telegram, обязательно подпишитесь туда, там очень много интересного, там чаты наши, новости и так далее. Много всяких настроек, всяких твиков. Хочу сказать, ребят, что я доработал анкету диагностики. Это для людей, которые хотят помощь по компьютеру удаленно из любой точки, собственно, нашей планеты, ребят. Вы открываете ссылку, она будет в описании. И здесь вот такая анкета с рисунками, ребят, где нужно просто выбирать пункты. Вот вы выбираете пункты, которые у вас, да, поведение вашего компьютера, какую-то информацию. Все это заполняете. Здесь есть, где нужно писать, где нужно что. Везде подсказки, ребят, везде рисуночки. Все здесь спрашивается. Она занимает буквально там, не знаю, минут 10, может, если вы не будете торопиться. Все это вы заполняете. Отправляете ее мне. Она мне приходит на почту. Я ее смотрю. И через контакты Телеграма, которые вы укажете, ребят, я с вами связываюсь. На текущий момент такая услуга стоит 300 рублей, ребят. То есть я развернутый ответ даю по компьютеру. Также здесь в этой, собственно, анкете вы можете указать, если вам нужна, допустим, какой-то апгрейд. Вы можете здесь вот внизу, видите, допустим, если нужен апгрейд, можете написать какой, сколько денег и так далее. В принципе, на этом как бы реклама окончена. Смотрите сами, ребята, обращайтесь. Я думаю, что 300 рублей деньги небольшие. Это там стоимость какой-то там термопасты или даже дешевле. Может сэкономить очень много денег. Все, ребят, переходим дальше, собственно, Curve Optimized. Здесь также у нас ASRock, Asus, Gigabyte и MSI. Давайте я вам покажу, как это все работает. ASRock, ребят, вы заходите в раздел Advanced, AMD Overclocking. Везде примерно будет похоже, но вы смотрите внимательно. Так, нажимаем AMD Overclocking, у вас спрашивает система Accept или Decline. Нажимаете Accept, принять. Открывается менюшка AMD Overclocking. Precision Boost Overdrive вы открываете менюшку. Далее выбираете, он спрашивает, какой режим. Вы выбираете Advanced. У вас расширяется вот так вот окошко. Дальше вам нужно зайти в Curve Optimizer. Это пока скипаем, настройки не копируйте никакие, сейчас я все это объясню. Заходите в Curve Optimizer, выбираете режим Alcoros. Далее Alcor Curve Optimize Sign выбираете негатив, обязательно негатив, ребят. Выбираете негатив. Alcor Curve Optimized магнитуду, ребята, выбираете от 1 до 30. Итак, смотрите, вот это тот самый момент, про который я рассказывал. То есть это именно то самое казино, которое может сыграть с вами либо в хорошую, либо в плохую шутку. Если ваш процессор попался удачным, то вы можете написать туда 30. Если при настройке 30 у вас работает, оставляете 30. Если процессор менее удачный, это будет 15, а есть процессоры, которые работают или 10, или даже ниже. Поэтому проверяйте, какой у вас работает. В большинстве случаев в 15, ребят, Curve Optimize это работает у всех. Ну, все, которые у меня были, 15 берут все вообще. Вот, если у вас берет 30, собственно, это супер круто. Что это дает, ребят? Это понижение частоты за счет того, что понижение вольтажа происходит на процессоре, и он более холодный и может играться с частотой более интересно. Поэтому обязательно для всех Ryzen эта тема. По поводу буста, ребят.
Смотрите, как происходит буст. Возвращаемся в прошлое меню. Precision Boost Overdrive. Запомните сейчас все люди, которые смотрят на всех материнских платах, потому что я буду объяснять на iSROC, потому что на всех платах будут одинаковые это. Вам нужно вот в меню Precision Boost Overdrive в PBO Limits выставить Motherboard, ну в основном стоит Motherboard, выставляете. Далее CPU Boost Clock Override вы выбираете здесь уже не негатив, а позитив, то есть чтобы в плюс шел. Выбираете позитив. А Max CPU Boost Clock, ребят, вы пишете вот здесь вот либо 100, либо 200. Ну, я написал 0,200, типа, вы поняли. То есть вы пишете либо 100, либо 200. Ну, как правило, пишут 200. Это будет на все ядра добавлять 200 МГц буста. То есть вот такая приколюха. То есть помимо того, что вы процессор сделаете более холодным, он у вас еще научится буститься. Можете не включать этот буст, можете включать. Решайте сами, ребят, пробуйте обязательно. Напишите в комментах, работало у вас это или нет. У меня везде работало на всех процессорах, которые я это использовал. Идем дальше. Asus, ребят. Заходите в раздел Advanced, AMD Overclocking. Все то же самое. Нажимаете Accept. Precision Boost Overdrive открываете, тоже здесь разделчик. Precision Boost Overdrive Advanced. Curve Optimizer заходите. Здесь я все зачеркнул специально, чтобы вы ничего не копировали. Боже упаси вас, не копируйте, пожалуйста, настройки. Это просто не я фотографировал. Заходите, Curve Optimizer. Выбирайте режим Alcoros. Выбирайте режим Negative. Выбираете Curve Optimizer Magnitude от 0 до 30. Большинству вообще я обычно ставлю 15. Многие знают по моей консультациям, то, что я 15 ставлю на то, что меньше времени на это тратится. Потому что проводить тесты, стабильности и всего остального очень долго. Поэтому если вам лень, ставьте 15. Если вам не лень возиться, ставьте 30 и тестируйте. Если 30 не идет, ставьте 25, 20 и на понижение, короче. После этого, соответственно, F10, ребят, сохранение и все остальное. Мы вспоминаем наши правила работы с BIOS, которые в начале видео я вам рассказывал. Переходим дальше, ребят. Гигабайт. Итак, гигабайт. Вы заходите в Advanced Mode, в раздел Tweaker. Видите, внизу он тоже Precision Boost Overdrive. Заходите. Precision Boost Overdrive Auto меняете на Advanced. Открывается все то же самое. Заходим в Curve Optimizer. Вон мне, кстати, настройки разгона то же самое. Видите, Boost. Precision Boost, туда-сюда, то есть по Limits. Все это выставляется точно так же, как по первому по iSROC. Заходим в Curve Optimizer, оставляем здесь не Disable, а выставляем Alcoros. Открывается менюшка, ставим негатив, прописываем Alcoros Optimizer Magnitude сколько? От 1 до 30, ребят. F10, Yes, сохранили, вышли. MSI-ка. Заходим в режим OS. Внизу слева будет режим OS, кнопка такая большая. Advanced CPU Configuration. AMD Overclocking, Precision Boost Overdrive, Precision Boost Overdrive Advanced, Curve Optimizer, Alcoros режим. Ну, собственно, негатив ставим. А здесь от 0 до 30. F10 Yes, ребят. В принципе, все. То есть, вот такой быстрый гайд, ребят. Я для вас вот постарался. Собрал всю эту информацию. Надеюсь, было полезно. Давно этот гайд напрашивался. Пишите свои комментарии, пишите, что у вас получилось. По всем вопросам также заходите в Telegram. У нас в чате много людей, которые подсказывают. Делитесь видосом с друзьями, ребят. Всем спасибо за внимание. У микрофона был Роудж. И всем пока.